Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня я наконец-то выпускаю новый мастер-класс. Кстати, почему я не выпускала видео, я расскажу вам в следующем своем ролике, поэтому если вам интересно, то обязательно переходите. Если что, я добавлю ссылку после того, как видео выйдет на моем канале. Ну а сейчас давайте приступим к плетению очень классных плоских кружевных сережек. Ну что же, сегодня мы сплетем вот такую красивую сережку и будем расшивать дополнительно ее бусинами. Поэтому для работы нам понадобятся нитки. Я использовала нитки Инна. Толщина ниток 30. Плести я ими буду в 2 сложения. Нам понадобится 2 бусины, а также для работы я буду использовать крупный чешский бисер для расшивки работы. Использовать в работе я буду пару челноков. Посмотрите, на один из них я наматываю небольшое количество, на второй уже основную часть длины нитки. Ну а также нам понадобится крючок, ножницы, тонкая игла и зажигалка. Ну а также желательно приготовить небольшую скрепку либо булавку, так же как и я. Ну что же, давайте приступим к работе. Первым делом я связываю 2 хвостика между собой. Далее челноком, на который у меня намотана основная часть нити, я начинаю плетение и плету первое колечко по схеме 7 пико 7. Также не забывайте, что нам нужно будет заправить хвостики в начале работы. Основную схему я сейчас показываю вам на экране, но если вам неудобно плести по видео, вы можете перейти в мой телеграм-канал, там будет выложена схема с описанием и указанием количества узлов в схеме. Пико делайте не крупным, оно у нас будет соединительным. Кстати, данные ниточки я пробую впервые, и мне очень понравился результат. Совершенно не уступает веге. Меняем челноки местами и будем плести дугу по схеме 4 пико 5. При этом снова в самом начале работы мы обязательно должны заправить хвостики. Хорошенько подтягивайте ваши дуги, чтобы они у вас ни в коем случае не были мягкими. Так, дугу подтянули. Не меняя челнока, мы начинаем плести элемент кольцо на дуге. Плетем его по схеме 8 пико 5. Готово, колечко затягиваем. Далее мы продолжаем плетение дуги и доплетаем еще 6 узлов. Хорошенько подтягивайте дугу для того, чтобы она у вас была твердой и ни в коем случае не было никакого провисания в готовой работе. Далее мы меняем челноки местами и плетем следующий центральный элемент, то есть вверх или низ вашей сережки, в зависимости от того, как вы ее расположите. Плетем колечко по схеме 3 пико 7 пико 10. Смотрите, после первых 3 узелков мы должны будем выполнить соединение за боковое колечко 7 пико 7. Выполнили. Далее мы плетем 7 пико 10 и колечко затягиваем.
Хорошенько подтянули кольцо и этим же челноком продолжаем плетение следующего колечка, которое будет, кстати, располагаться под предыдущим. Плетем его по схеме 7 пико 14 пико 7. Если желаете, колечко можно будет вплести сразу же бисер. После первых 7 узлов сплетенных мы должны будем выполнить соединение за пико от предыдущего колечка. Сплели 7 узлов, выполняем соединение. Кольцо укладываем под предыдущее. Видите, я сразу же убираю узелки под предыдущее кольцо. И продолжаю плетение колечка. Кольцо довольно крупное, поэтому смотрите, чтобы у вас узелки были все одинаково затянутыми. Не перетягивайте их. Доплели колечко, затягиваем. Далее мы плетем следующее колечко, оно у нас будет уже располагаться над предыдущим кольцом. И плетем мы его по схеме 10 пико 7 пико 3. При этом после первых сплетенных 10 узлов мы должны будем выполнить соединение за пико от предыдущего колечка. Укладываем сразу же после первых сплетенных 10 узлов кольцо, так как оно и должно у нас располагаться, то есть на предыдущем. Вот видите, я его укладываю, поджимаю пальцами и продолжаю плетение. Это еще 7 пико 3. Хорошенько затягиваем кольцо, затягивайте его максимально туго. Теперь мы меняем челноки местами и сплетем дугу из 6 узлов. Следите за натяжением нити в вашем первом узелке при плетении дуги, чтобы у вас не образовывалось ножки. Вот в этом месте. После сплетенных 6 узлов мы челнок с рук снимаем и продолжаем им же плести кольцо на дуге. Плетем его по схеме 5 пико 8. Но не забываем, что после первых 5 узелков мы выполним соединение за предыдущее колечко, которое у нас есть посерединке. Сплели 5 узелков, выполняем соединение. Доплетаем колечко до конца, это еще 8 узлов. Далее, опять не меняя челнока, мы продолжаем плетение дуги, это еще 5 пико 4. Подтянули дугу, меняем челноки местами, плетем следующее колечко 7 пико 7. При этом после сплетенных первых 7 узелков мы будем выполнять соединение за пико от центрального мотива. Плетем 7 узлов. Далее мы выполняем соединение за пико в центральном мотиве, вот здесь вот внизу. Выполнили. Продолжаем плетение, это еще 7 узлов и затягиваем кольцо. Вот, посмотрите, у нас уже одна часть сережки готова. Далее мы продолжаем плетение тем же самым челноком и плетем дугу из 8 узлов. Подтянули, обязательно хорошенько подтянули.
И только после этого снимаем челнок с руки и продолжаем плетение им же. Кольцо на дуге мы будем плести из 7 пико 7. Колечко у нас ни с чем не соединяется, поэтому просто плетем его. Затягиваем. Далее мы переворачиваем работу, чтобы дуга у нас шла в обратную сторону. Продолжаем плетение. Плетем дугу по схеме 4 пико, 8 пико, 8 пико, 4. Плетем в начале первых 4 узла. Подтянули. И далее выполняем соединение за противоположное пико, которое у нас расположено на дуге. Выполнили. Плетем 8 узлов. И далее нам понадобится 2 бусины 4 миллиметра, которые я вам показывала в самом начале. Также для того, чтобы облегчить себе работу, я возьму вот такую согнутую проволочку и просто надену ее сквозь нить. Далее я с помощью проволоки буду надевать 2 бусины, зажимаю ее руками, и вот эту небольшое пико я зафиксирую с помощью обычной булавки. Проволочку можно снять, более она нам не понадобится в работе. А далее мы просто продолжаем плетение дуги. Не забывайте, что дугу мы должны зафиксировать в таком положении, чтобы у нас здесь оставался небольшой зазор, то есть образовывалась маленькая пико, за которой мы потом впоследствии противоположной дугой могли бы присоединиться и замкнуть нашу работу. Зажимаю просто руками и продолжаю плетение. Плету 8, пико 4. Подтянула. Далее я снимаю челнок с рук, меняю его местами. И уже другим челноком я плету следующее колечко по схеме 7 пико 7. Не забываем также, что после первых 7 узлов мы будем выполнять соединение за пико, которое у нас есть на противоположном кольце. Сплела 7 узлов, выполняю соединение. И доплетаю колечко до конца, это еще 7 узлов. Не меняя челноков, мы плетем дугу из 8 узлов. Обязательно ее подтягиваем. И только после того, как подтянули, продолжаем плетение следующего колечка. Это 7 пико 7. Это у нас кольцо на дуге, поэтому челнок мы опять не меняем. Теперь мы переворачиваем работу и меняем челноки местами. Мы будем плести дугу по схеме 4 пико 5. При этом после первых 4 узлов мы будем выполнять соединение за противоположную дугу, за пико. 4 узла сплела, выполняю соединение. Продолжаем плести, это еще 5 узлов. После того, как мы доплели дугу
4 пико 5 мы продолжаем плетение тем же самым челноком. Будем плести центральное колечко по схеме 8 пико 5. Обязательно подтяните, прежде чем плести. Далее мы продолжаем плетение дуги и доплетаем еще 6 узлов. Челноки при этом не меняем. Подтянули дугу, теперь меняем челноки местами и плетем мотив верхний по схеме 3 пико, 7 пико, 10. Также после первых сплетенных 3 узелков мы будем выполнять соединение за пико от предыдущего бокового колечка. 3 узелка я сплела, выполняю соединение. Продолжаю плести кольцо, это еще 7 пико 10. Итак, одно из 3 колец у нас готово. Далее мы плетем следующее колечко. Плетется оно по схеме 7 пико, 14 пико 7. При этом после первых 7 узелков мы будем выполнять соединение за предыдущее кольцо. Я сплела первых 7 узлов, выполняю соединение. Далее плету кольцо до конца, это еще 14 пико 7. Колечко хорошенько затягивайте. Итак, нам остается сплести третье кольцо в этом мотиве. Плетем его по схеме 10 пико, 7 пико 3. При этом вначале плетем 10 узлов. Далее выполняем соединение за пико, которое у нас есть на большом кольце. Выполняем соединение. Укладываем наши узелки так, чтобы они располагались над предыдущим кольцом. И доплетаем кольцо до конца, это еще 7 пико 3. После того, как мы затянули колечки, мы переворачиваем, меняем челноки местами и плетем снова дугу из 6 узлов. Здесь будьте очень внимательны и максимально близко подтягивайте первый узел. После этого тем же самым челноком мы плетем кольцо, которое у нас расположено посередине, плетем его по схеме 5 пико 8. При этом не забываем его также присоединить за предыдущее центральное кольцо. Плетем в начале первых 5 узлов. Сплели, выполняем соединение за пико. Далее плетем еще 8 узлов. Затягиваем кольцо и продолжаем плетение дуги. Плести мы будем по схеме 5 пико 4. При этом опять челноки мы не меняем.
Сплели, переворачиваем работу и уже другим челноком плетем кольцо боковое 7 пико 7. Плетем в начале первых 7 узлов. Сплели, далее выполняем соединение за боковое колечко, которое у нас здесь есть. Вот здесь небольшое пико, за него мы выполняем соединение. И доплетаем до конца данное кольцо, это еще 7 узлов. Снова не меняя челноков, мы продолжаем плетение и будем плести боковую дугу из 8 узлов. Подтянули хорошенько. Далее у нас идет кольцо на дуге 7 пико 7. Мы уже почти завершили работу над нашими сережками. Подтянули. Далее мы меняем челноки местами, продолжаем плетение дуги. Дуга у нас будет плестись по схеме 4 пико. Мы будем выполнять соединение за предыдущее пико, которое у нас есть на противоположной стороне. После этого мы сплетем еще 8 узлов. Далее мы будем выполнять соединение за пико с бусинами и доплетем еще 8 пико 4. Так, начинаем в начале первых 4 узла плести. Сплели, далее подкладываем работу и выполняем соединение за противоположное пико. Если вам непонятно из видео, где мы должны выполнять соединение, то просто смотрите на схему. Далее мы плетем 8 узлов. Сплели. И теперь будем выполнять соединение за пико, который у нас идет с бусинами. Поэтому аккуратно подкладываем работу так, чтобы нам было выполнить удобно соединение. Снимаем скрепку или булавку, как, например, у меня. И аккуратно проходимся крючком, выполняя соединение. Здесь не совсем удобно это делать. Аккуратно подтягиваем работу, укладываем, чтобы она лежала правильно. И далее доплетаем еще 8 узлов. Выполняем соединение за еще одно пико боковое, которое у нас есть вот здесь, с этой стороны. И доплетаем еще последних 4 узла. Подтянули обязательно работу. Далее мы меняем челноки местами, будем плести последнее колечко в нашей работе. Плетем его по схеме 7 пико 7. Плетем в начале первых 7 узлов. Сплели. Далее выполняем соединение за пико от бокового кольца. И доплетаем вторую половину колечка, еще 7 узлов. Далее нам нужно будет доплести еще дугу из 8 узлов. Как видите, у нас вот здесь вот работа не завершенная, поэтому продолжаем плетение. Доплетаем дугу до конца. 8 узлов.
доплели, подтянули, и теперь, не обрезая пока что нити, мы вначале отрежем нить от одного челнока и вошьем в работу, и только после этого будем отрезать нить от второго челнока. Я это делаю для того, чтобы было удобнее фиксировать наши хвостики. Итак, я надела иглу, и теперь буду аккуратно вшивать хвостики в работу. Постараюсь вшивать работу так, чтобы у меня она лежала максимально ровно. Так, теперь мы можем уже отрезать и нить от второго челнока. Далее я, скорее всего, свяжу два хвостика между собой и дополнительно их вошью в работу. Ну что же, а я к вам вернусь, когда у меня уже будут хвостики полностью заправлены. Ну что же, моя работа уже почти закончена. Мне осталось только оформить серединку. Конечно же, в этой работе можно было расшить работу совершенно разными способами. Можно добавить, например, бусины, как и в любое колечко. Можно было делать, например, не так, как я, но я решила для себя, что мне вот захотелось расшить именно только серединку и сделать ее даже выпуклую. Видите, у меня здесь бусины с двух сторон выпуклые. Итак, для того, чтобы это сделать, я надела ту же самую нить, которой плела работу, и теперь буду проходиться с изнанки на лицевую сторону. Изнанка — это у меня та сторона, на которой колечки лежат именно под центральным. Видите, боковые кольца у меня лежат под центральным. Это у меня изнанка. Итак, прохожусь между узелками, аккуратно вот здесь в пико, оставляю хвостик. Далее мне понадобится бисер крупный, который я вам показывала ранее в самом начале работы. Надеваю 3 штуки и буду вшивать в противоположную сторону, то есть вот в это вот пико. Видите, вот здесь. Прям сразу поверх бусин, которые у меня здесь лежат. Из-за того, что у меня здесь есть небольшое место, у меня бусины очень хорошо лягут. Я именно так и хотела, чтобы у меня это было. Вот видите? Далее я переворачиваю работу и надеваю еще 3 бусины. То есть расшивка у нас будет максимально простой. Так, надела. Все, бусины нам больше не понадобятся. И прохожусь точно так же в пико, который у меня был в самом начале. Вот оно, верхнее пико. Назовем его так. Получается, с изнанки на лицевую сторону. Далее я обязательно пройдусь 3-4 раза вот так по кругу сквозь эти бусинки, чтобы их хорошенько зафиксировать, чтобы они у меня не болтались. При этом каждый раз я их буду дополнительно фиксировать в пико между кольцами. Ну, я думаю, 3 будет более чем достаточно. И теперь вот эти хвостики я просто вошью в узелки своей работы и спрячу их. Хвостики я опалю зажигалкой и прижму их для того, чтобы они у меня зафиксировались прям очень плотно. Все, на этом, в принципе, у нас будет работа окончена. А далее мы с вами посмотрим, как я буду одевать швенцы. Ну что же, в качестве швенц я решила себе взять вот такие вот гвоздики. Мне они понравились тем, что они, в принципе, очень похожи, лаконичные. Их можно было как вплести в работу, так и просто отогнуть, как я сейчас хочу и как раз-таки сделать. Я аккуратно отгибаю. Далее подкладываю кружево. Вот только обязательно смотрю, чтобы у меня правильно оно лежало лицевой стороной. И загибаю обратно. Так, подогнула. Далее поворачиваю и укладываю кружево так, как оно должно лежать, располагая посерединке. И все, в принципе, у меня работа полностью готова. То же самое мне нужно будет сделать и со второй сережкой. Ну что же, все, на этом работа у меня полностью закончена. Большое всем спасибо за просмотр. Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Также я очень благодарна всем за вашу активность. Она очень помогает в развитии моего канала. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.